В сегодняшнем выпуске мы вспомним один из самых драматичных и эпичных чемпионских поединков начала 90-х. Столкновение страшнейшего нокаутера Джулиана Джексона по прозвищу Ястреб, которого журнал Ring в 2003 расположил на 25-м месте в списке величайших панчеров в истории, и бомбардировщика Хэрила Грэма, одного из лучших боксеров Британии того времени. Джулиан родился на Виргинских островах США, и на любительском уровне он провел всего 17 поединков, из которых 15 выиграл, после чего он перешел в профи. Ястреб являлся нокаутером от природы, и его главной задачей в бою было просто довести свою правую, после чего соперники обычно падали. Он становился чемпионом Америки по версии WBC и шел на серии из 29 побед подряд, при этом только 2 из них были добыты решением судей. 23 августа 1986 ему предоставился шанс побиться за мировой титул WBA в полусреднем весе. В то время им владел еще один нокаутер и будущий член зала славы бокса из Ямайки Майк Маккалум, у которого за плечами также было 26 побед, из которых большинство нокаутов. Во втором раунде Ястреб попал под затяжную серию ударов ямайца, и рефери остановил поединок, присудив Джулиану первое поражение в карьере, которое приостановило его поистине чемпионский ход. Спустя 1,5 года Майк оставил титул вакантным и поднялся в средний вес, а Джулиан получил вторую возможность побороться за титул, а его соперником стал кореец Бае Кин Чул. Ястребу понадобилось всего 3 раунда, чтобы стать новым чемпионом WBA, а после он выиграл досрочно еще 8 боев, в том числе прикончив восходящую звезду Терри Норриса. Но после боя с Норрисом у Ястреба начались серьезные проблемы со зрением, так как на его левом глазу отошла сетчатка и ему понадобилась операция, а за ней и годовой простой. Когда Джулиан вернулся на ринг, он размялся 2 нокаутами и поднялся в средний вес, чтобы оспорить вакантный титул WBC, оставленный Роберто Дюраном. Хэрил Грэм родился в Британии, и на профи-ринге он заблистал в 1978 году, сразу после того, как стал чемпионом страны по любителям. 9 лет без поражений и 38 побед подряд. При этом попутно он стал чемпионом Британии, Европы и Содружества, и в каждом случае в 2 весах, полусреднем и среднем. Но затем он дважды споткнулся, проиграв решением судей, в том числе и Майку Маккалуму в поединке за пояс WBA. К началу 90-х Грэм являлся первым номером рейтинга в среднем весе, но никто из действующих чемпионов не хотел с ним драться, потому он принимал все бои, которые ему предлагали промоутеры, и ждал своей возможности. 24 ноября 1990 года он получил шанс подраться за вакантный титул WBC в среднем весе против Джулиана Джексона. Этот поединок состоялся в Испании, так как Джулиан из-за своих проблем с левым глазом не смог получить лицензию на поединок в Британии. Для Хэрила Грэма это был шанс всей его жизни стать чемпионом мира, и он подходил к этому бою в качестве явного фаворита, а ставки были 4-1 в его пользу. С первых же секунд первого раунда Хэрил взял инициативу в свои руки и больше ее не отпускал. Британец имел преимущество как в длине рук, так и в скорости. Он пробивал серии из 3 ударов и уходил на безопасное расстояние, а Ястреб никак не мог поймать свой ритм боя и смотрелся откровенно слабо. Единственное, на что ему приходилось рассчитывать, это шанс панчера. К 3-му раунду у Ястреба была сломана левая рука и заплыл левый больной глаз, из-за чего ему пришлось менять стойку, так как он ничего не видел. В перерыве на 4-й отрезок врачи сообщили, что скорее всего этот раунд станет последним, так как в придачу к левому правый глаз Джулиана также начинал заплывать. Ястребу пришлось идти ва-банк, а для этого у него была только одна рука, один глаз, желание стать чемпионом мира и всего 3 минуты времени. Как только бой возобновился, Ястреб вернулся в правшу и начал охоту за головой Грэма, но после пары попыток вырубить оппонента правой, он понял, что таким способом не поймать быстрого британца, и тут необходима хитрость. Ястреб нанес хороший удар и отошел в угол, завлекая Хэрила за собой, а затем встретил его той самой правой бомбой, которая попала точнёхонько в бороду, потушив британцу свет.
Врачи около 5 минут приводили Грэма в чувство, настолько жестким оказался этот нокаут. Вот так Джулиан Джексон по прозвищу Ястреб сумел сотворить невероятный камбэк и в проигранном по всем фронтам бою нокаутировать оппонента, да еще и так жестко. После того вечера судьбы наших героев приняли совершенно разный вектор. Ястреб 4 раза сумел отстоять титул, прежде чем его потерять, а свою карьеру завершил спустя 8 лет, имея за душой 55 побед и 6 поражений, при этом 49 побед были нокаутом. Он вошел в историю бокса как один из самых жестких панчеров не только среднего веса, но и бокса в целом, а по окончанию карьеры был включен в зал славы, стал вице-президентом Ассоциации любительского бокса на Виргинских островах и тренером национальной команды. При этом двое из 3 его сыновей, Джон и Джулиас Джексоны, пошли по его стопам и стали профи. Что касается Хэррола Грэма, то после этого нокаута он больше никогда не был прежним и считался одним из сильнейших британских боксеров, который так и не смог стать чемпионом мира. Свою вторую чемпионскую возможность Грэм также упустил, проиграв Чарльзу Бруеру в 1998 году, а после окончания карьеры у него начались серьезные проблемы с психикой, и он пытался покончить жизнь самоубийством, за что и попал в психлечебницу. Затем у его жены был обнаружен рак, и все деньги семьи были потрачены на ее лечение, вследствие чего бывшая гроза среднего веса остался без гроша и работал грузчиком, разгружая вагоны, а его проблемы с психикой никуда не делись, и он снова попал на лечение. Это была очередная боксерская история на моем канале. Если вам понравилось видео, вам бы хотелось чаще видеть ролики про бокс в подобном формате, пишите об этом в комментариях. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите в Instagram, там тоже куча интересного и разнообразного контента, который я регулярно публикую.